Привет, меня зовут Антон, и последние полгода я жил и работал в графстве Корнуолл, Великобритания. Я объездил эти места вдоль и поперек, и в этом видео покажу вам некоторые из тех мест, где мне удалось побывать. Начнем. Сегодня отличный день, и мы приехали в одно из интересных мест графства Корнуолл, которое я хочу вам показать. Оно называется Land's End, или по-другому край земли. Интересное живописное место. Здесь даже запах, знаете, такой особенный, пахнет краем Англии. Land's End — это самый юго-западный мыс Великобритании. Для туриста здесь придумана пафосная фраза «первый и последний почтовый ящик Англии», но сейчас он уже не работает. Край земли находится на территории деревни Сен-Энн в 13 километрах от красивого городка Пензанс, который я вам также покажу в этом видео. Тот белый дом на заднем плане также называют первым и последним местом Англии, где можно получить прохладительные напитки. Правда, до напитков в этом месте вряд ли дойдет. Холодный ветер с моря продувает до костей. Вообще, это место удивляет своими сумасшедшими видами. Крутые обрывы и волны, разбивающиеся о скалы, захватывают дух. А это обломки немецкого грузового корабля РМС Мюльхайм. Он потерпел крушение в 2003 году вблизи Лендс-Энда. В день крушения судно перевозило более 2000 тонн пластмассы автомобиля. На сегодняшний день от корабля почти ничего не осталось, кроме ржавых кормовых переборок и секций настила. Так, ребятки, на дворе крисмасовские выходные. Я где-то посреди графства Корнуолл, Великобритании. Иду по улице в попытках остановить тачку и доехать куда-нибудь стопом в новые места, в которых я еще не был. Посмотреть новые места Англии. Пока что машины не стопятся. Но, собственно, день сегодня хороший, погода, солнце светит. Да, и чтобы вы понимали, у нас в Корнуолле вот такие узкие дороги и натуральные оградки из стриженных кустов и деревьев. Так они выглядят. Поэтому, когда я куда-то пытаюсь доехать стопом, я просто фигачу по дороге. Это вызывает вообще странное чувство у водителей, потому что здесь ты вряд ли кого-то увидишь, идущего по дороге пешком. Тут все ездят на машинах. Вы сейчас просто офигеете, что я нашел. Смотрите. Это альпаки. Я их первый раз вижу вживую. Смотрите, какие красавчики. Английские собаки. English dogs. Ох ты. Так. Получилось у меня застопить тачку, и меня довезли прямо до городка с названием Маразион. Он находится на побережье, и приехал я сюда ради того, чтобы увидеть очень крутой исторический замок, который я вам сейчас покажу. Маразион — это город на берегу Маунтс-Бэй. Он находится в так называемом районе выдающейся природной красоты Корнуолла.
Это очень уютный маленький городок, но нас интересует даже не сам Маразион, а остров с названием Сент-Майклс-Маунт, ради которого я и приехал сюда. Разве это не потрясающая красота? Вы только на это посмотрите. Шум чаек. Ребята, мне повезло, я попал на отлив. Во время отлива можно пройти пешком по вот такой тропе, вымощенной из камней больших, что ли, булыжников. И можно пройти пешком прямо к этому замку. Но когда прилив и море наполняется, здесь можно двигаться уже только на лодках. Замок и тропинка. Вот так вообще выглядит территория этого замка. Ну, сегодня воскресенье, сегодня он закрыт, он не работает. Тем не менее, люди все равно гуляют. Приходят посмотреть на закат на море, гуляют по побережью. Замок Святого Михаила – одно из наиболее интересных мест в графстве Корнуолл. В хорошую погоду его видно издалека, и выглядит он очень впечатляюще. Эта гора пережила множество сражений. Когда-то здесь зажегся первый маяк из серии, предупредивший Лондон о приближении испанской армады. В XII веке на этом острове был монастырь, основанный монахами-бенедиктинцами. Строительство церкви и монастырских зданий на вершине началось в 1135 году. С середины 1600-х годов и по сей день здесь проживает семья Сент-Обин. Итак, сегодня воскресенье, это значит, что настало время погулять. Мы сели на двухэтажный красный автобус, который символизирует Англию, и едем погулять сегодня в новых красивых местах, в которых мы еще не были. Так, вышли из автобуса в городке под названием Пензанс. Это небольшой красивый городок на берегу моря. И обычно я его проезжаю по дороге на работу поздно вечером после заката, либо утром еще до рассвета. У меня нет возможности его рассмотреть. Сейчас дневное время, хорошая погода, и можно взглянуть на этот город с другой стороны. Так выглядит железнодорожный вокзал в Пензансе. Сразу рядом автобусная станция. Нашел балкон с интересным видом. Здесь такая парковка яхт. Впереди море. Там вдалеке еще замок. Здесь дорога. Так сразу и не скажешь, что на дворе январь месяц, на улице зеленые пальмы, и сегодня очень солнечный день. Так, зашли в одну из кофеен, взяли горячий шоколад и традиционные корнуольские пирожки, которые называются Cornish Pasties. Сейчас будем пробовать. Так они выглядят. Я думаю, это будет вкусно. Так, горячий шоколад у нас со сбитыми сливками и сиропом. Пирожки со стейком и с курочкой. Вот здесь такая бухточка для лодок. Вон там плывет человек. Здесь люди купаются. И на удивление, вода просто чистейшая. Глубина большая, но видно дно.
Вот что мне удалось узнать об этом городке. Название города Пензанс в переводе с корнуэльского языка означает «святой мыс». В период Римской империи отсюда вывозили олово. В наши дни это туристический город. Из-за близко проходящего теплого течения Гольфстрим весной здесь первыми в Англии распускаются цветы, а вокруг города можно найти большое количество красивых садов. Близлежащий субтропический сад Moorop Gardens имеет большую коллекцию нежных деревьев и кустарников, многие из которых больше нигде в Великобритании не могут быть выращены на открытом воздухе. Пензанс — это один из многих небольших городов Корнуолла. На его примере я решил показать вам, как выглядят корнуэльские города, насколько они чисты и красивы. Здесь все облагорожено и везде поучаствовала рука человека. Ну а тебе, если понравилось смотреть, как живут в Великобритании, оставайся на этом канале. Впереди еще много приключений. До встречи! Love it.